Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Пасьянс, второй расклад, неожиданности и сюрпризы до конца сентября, мои дорогие. И пасьянс так и называется. Но давайте узнаем и добавим другие колоды карт, включая оракула ангелов, и узнаем ваше ближайшее будущее или будущее до конца месяца сентября. И я должна сказать, что энергии второй половины сентября совершенно не походят на те, которые действуют в первой половине. Да, Венера в прекрасном аспекте, но только по 21, а 22 сентября это будет сложный аспект с планетой Плутон. И Плутон у нас меняет, как мы на перекрестке на каком-то находились, может быть. Мы с чем-то не могли определиться, или нам было сложно принять реальность. Так вот, Плутон, он легко меняет статусы, личную жизнь, карьеру, какие-то еще вопросы, может быть, согласований. Но до этого числа у нас происходит очень важный день, лунное затмение в рыбах 18 сентября. И управитель рыб – это Плутон, который тоже находится в ретро-движении, и это не только до конца сентября, это по 7 декабря. Так вот, управитель Нептун, находясь в ретро-движении, возвращает нам некоторые ситуации, особенно те, которые были связаны с тайнами, может быть нашими, может быть чужими, с какими-то противоречиями, с внутренними страхами. И это может быть как своеобразный день прозрения, или когда перед нами открывается какая-то реальность без оправдания. Мы в целом будем все большими реалистами. Время по формированию новых целей и отказа от того, что не жизнеспособно. Может быть, мы и мечтали о чем-то, или, может быть, какая-то история у вас развивалась очень даже неплохо. Я для кого-то могу предположить, не 1 год, потому что ваш знак, мои дорогие тельцы, есть еще же и Уран в вашем знаке, и он тоже в ретро-движении, но это идет аж с заходом на 2025 год. И если, где-то начало такое, как лунное затмение в рыбах, какой-то вашей трансформации, может, кстати, как раз про личную жизнь и говорить. И я должна сказать, что в целом для знаков зодиака стихии Земли, если прежняя история какая-то была со знаком минус, или когда нужно выйти из какого-то повторяющегося сценария, то это с ориентиром на вас самих, когда вы становитесь большим реалистом. И помогает, кстати, еще Меркурий, который в Деве по 26 сентября увидеть какую-то реальность без прикрас. Как я говорю, если существует поговорка «сколько ни говори, халва слаще не будет», то это как раз вот где-то про Меркурий в Деве. Поэтому мы принимаем эту реальность без надрыва, без каких-то внутренних потрясений. Ну да, так сложилось, но как будто не имеет смысла продолжать. Лилит в весах тоже делает нам акцент как раз на той сфере жизни, когда мы ходим по кругу, когда мы повторяем какой-то сценарий. И где-то к середине октября мы будем точно знать свои приоритеты. Поэтому вторая половина сентября очень важна. Ну, это так, планетарно. Я же вас хочу пригласить. Для начала в инфобокс в описании под видео я оставлю ссылки, как и на свой сайт, на статьи. Есть у меня гороскопы. Так и оставлю переход к плейлистам. Вы можете видео посмотреть или, перейдя на мой сайт, прочитать статьи и по психологии, и, как я уже сказала, гороскопы. Итак, неожиданности и сюрпризы. Торопятся карты. Что-то вам рассказать, мои дорогие тельцы. Что же для вас будет вторая половина сентября? С чем вы можете столкнуться, или какие будут сюрпризы, или, может быть, наоборот, что-то вы для себя такое основополагающее решите. Чего это может касаться? Какие вопросы? Смотрим, и вы смотрите. Я тоже могу что-то ненароком пропустить. Неожиданности и сюрпризы для тельцов. С чем это может быть связано?
Может быть, тельцы в первой половине сентября уже все расставили по местам. И правда, вы добрые люди, вы труженики, вы настойчивые люди. Но все равно даже самому настойчивому человеку, самому дружелюбному, но есть какие-то моменты в нашей жизни, когда мы что-то завершаем, заканчиваем. Мы не хотим, чтобы нас использовали, мы не хотим, ну, где-то продолжать какой-то проект, который для нас, ну, не отыгрывается ничем положительным. И не вдохновением, и не деньгами, и не взаимопониманием. Ну, вот какие-то такие моменты могут быть. Вот интересно. Якорь, кстати. Это уверенность, это спокойствие, уверенность в собственных силах, и когда у вас все под контролем. Ну и вы сами где-то, это про вас, мои дорогие тельцы. И вы сами действительно, словно уже телец определился, может быть, это правда, происходит за первую половину сентября. У кого-то могло быть и в августе, потому что вторая половина августа, она как раз могла быть с какой-то путаницей связана. Когда люди могли себя повести совсем не так, как мы предполагали. Или где-то и тайна могла открыться. Или вы сами какую-то загадку разгадали и поняли, что ну нет, так дело дальше не пойдет. И от этого будет зависеть пересмотр ваших планов. Ну хорошо, что ж тогда? У вас может быть новое знакомство, и правда, мои дорогие? Для знака зодиака стихия Земли может быть такое, как вам высшие силы подарят знакомство. Особенно это касается тех, кто, ну знаете, уже какая-то ваша прежняя история, которая вас измотала, она действительно завершилась. И вы, ну как работу над ошибками уже сделали. Когда вы уже хотите выйти из повторяющегося сценария, но не путем того, что мы меняем партнера, а когда мы становимся более самодостаточными, когда мы понимаем, что начинать нужно не с отношений, а где-то самого себя или самой себя. И в зависимости от того, ну, кто как прошел какой-то путь, я вот говорю именно для тех, кто один или одна, и может быть это одиночество долгое, тут как раз как будто и будут продолжены или могут быть отношения как знакомство с тем человеком, который по судьбе. Конечно, это не у каждого проиграется, но для кого-то это важно услышать. Поэтому новые знакомства, да, вы будете тоже фильтровать. Будете рассматривать и в бинокль, и в микроскоп. Именно по части доверия. Не хочется обманываться. Основа всего вот этот якорь. Возможно, вот посмотрите, новое знакомство у кого-то, когда вы пошли согласовывать вопросы, высокие инстанции, в банки, учреждения, организации, к чиновникам. И вы познакомитесь совершенно случайно. Вы там не собирались как будто, а это может произойти. Для кого-то из вас, безусловно, это вот та история, когда, может быть, вы будете решать вопросы по части недвижимости, или брать кредит, или наоборот, закрывать какой-то кредит, или какие-то проходить еще процедуры. Вы можете пересматривать те или иные документы и договоренности, и это будет связано с оформлением тоже. Есть юридическая сторона, которая останется отнюдь не на последнем месте для вас планетарно во второй половине сентября. И посмотрите, вот такое значение. Рука пишет, да? Это как планы на будущее. Этот символ я добавила именно специально для того, чтобы сказать, что вот у тебя сейчас время что-то планировать. Перенеси что-то на бумагу. И тогда буквально магия, мои дорогие тельцы. И правда, это работает, это я по себе знаю. Был у меня в жизни такой момент, когда вот то место, куда я хотела попасть, пусть это касалось отдыха, но тем не менее, я составила себе план максимум и фотографию. У меня это получилось. То есть это правда работает. Поэтому что-то, понимаете, как план на будущее. Да, он может быть вами корректируемым, но цель, намерение, если есть, найдутся и средства. Помните об этом. Поэтому что-то спланировать самое время. У вас, посмотрите, как и прочное положение, как у вас
и вообще все под контролем. Тут может быть что-то очень доброприятное, но отталкиваемся от себя, от того, как вот вы, именно что вы хотите осуществить. И это ведь не что-то размытое. Нет, план мы пишем там конкретно, по пунктам. 1, 2, 3. Смотрю, что у вас еще совпало. Самое время, значит, планировать. Самое время закончить какую-то, может быть, грустную историю, если у кого-то такая есть, и шагнуть в будущее. И это, повторюсь, отнюдь не слова. Ну, теперь я смотрю, что у вас совпало. Посмотрите, будет какой-то закрытый путь. Куда-то закрытый путь. Может быть, и какого-то человека к вам закрытый путь. Может быть, вы и обрадуетесь, мои дорогие, кто знает. Может быть, и уходит все то, что не нужно, все то, что бессмысленно. Это вы можете тоже от чего-то отказаться. И ведь это в самом, обратите внимание, низу выпадает. В конце, видимо, есть то, что вы сочтете не будет продолжено. По крайней мере, в каком-то контексте. Что-то, несомненно, вы будете корректировать. И, может быть, эта вторая половина у вас как раз и начнется где-то в районе 18-22 сентября. Или больше ясности, больше толку, больше уверенности в конечном итоге. И уверенности ведь тут и где-то это с материальной уверенностью тоже совпадает. Когда у нас вообще все идет где-то как и по плану, ну, какому-то основному, как цель и намерение, так и мы с собой довольны. Вот это немаловажно. Самодоверие, самодостаточность. И это как основа ваших будущих свершений, так и вашего внутреннего спокойствия ведь тоже. Пока с вами говорю, смотрю, что еще совпало. И я вижу маска. Маска – это скрытый враг. Может быть. Или это может быть конкретно есть человек, который не понадеяться на него, ни ответственности не потребовать. Или мы сказали, какие-то тайны всплывают или могут таковые для вас, как выйти на поверхность. И вполне вероятно, вот где-то в районе затмения вы окончательно определитесь с какими-то людьми, или с конкретным человеком, или раньше была чья-то игра, а здесь она вам совершенно очевидна. И вы, вот здесь по-разному, вы можете закрыть путь, к примеру, в том контексте этой игры, который не может быть продолжен, а в чем-то вы можете это и оставить, именно потому что у вас уверенность. Вы вот эту игру перекладываете в свою какую-то игру с большей реальностью. И может быть, вам придется как раз и вам тоже одевать маски, мои дорогие, потому что обстановка как будто, ну, вынуждает. Маска – это не значит, что мы кем-то манипулируем, а это значит, что мы сами где-то более скрытные. Может быть, и обстановка как раз вынуждает, повторюсь, к тому, чтобы не делать резких заявлений, а подождать, как какая-то ситуация еще дальше разовьется. Но тайное становится явным, и вы кому-то или чему-то закрываете путь. Вот я вижу так. Правда, реализм у вас будет присутствовать в большей мере, чем когда-либо во второй половине сентября. А не хочется обманываться, не хочется воздушных замков, не хочется, может быть, и вкладываться, мои дорогие. Пусть это будут отношения или пусть это будут финансы, но все равно, когда словно игра в одни ворота должна закончиться, и вы ее, если кто-то не хочет заканчивать, то вы точно сделаете какие-то правильные выводы. Я не увидела больше совпадающих значений, мои дорогие тельцы. Ваша сильная позиция или в чем ваша сила во второй половине сентября? Давайте зададим такой вопрос. В каких энергиях может быть ваша сила? Что вам важно знать? Вам ваша сила в том, чтобы избавиться от страхов. По девятке мечей ведь того нет, что нарисовано на карте. Это у кого-то буквально ваша сила избавиться от бессонницы, от какого-то внутреннего саморазрушения. Если действительно инсомния присутствует, то тогда либо обратиться к врачу или заняться собственным здоровьем, для кого-то так. И это когда мы прежде думали, догадывались, или какие-то внутренние
были, может быть, знаете, предчувствия. Вот вы здесь, кстати, можете доверять интуиции, или в чем ваша будет сила. Интуиция – это одно, но у нас закрытый путь. Дайте достану еще одну карту. Я вижу так, что вы действительно… то, что было раньше на уровне ощущений. Здесь вот что-то встанет по своим местам. Вы учитесь себе больше доверять, а не тому, что говорят люди. Или, к примеру, как вот эта маска. Какую-то нам хотят историю в какую-то красивую обертку поместить. А нет, а существует какая-то реальность. И вы вот эту реальность без внутреннего страха, без внутреннего надрыва, без сожаления уже видите, в чем ваша сила. И больше, правда, вот мы отказываемся от этих внутренних сомнений, страхов и карты праздника. Вы переключаете мечевые энергии, разочарований. Девятка мечей – сложная карта. И это может быть вот это внутреннее такое чувство, когда мы начинаем в себе сомневаться, когда у нас словно один и тот же сценарий повторялся много раз. И теперь мы хотим в этом поставить точку. Или нет у нас уже иллюзий в отношении кого-либо или чего-либо. И вот это определение приносит больше праздника, как будто. Вы меняете энергии. Вот это разочарование вы меняете на воодушевление, на праздник, на то, что вы больше будете действовать по какой-то своей концепции. У кого-то ваша сила еще и будет в том, что вы не отказываетесь, мои дорогие тельцы, словно не находитесь в одиночестве. Ваша будет сила в том, что вы, может быть, кто-то отправится на предложенные куда-то поездки, или собраться, может быть, с друзьями, или, может быть, прежде вы на какие-то корпоративы, к примеру, никогда не ходили. А здесь карта советует, твоя сила будет в том, когда ты больше будешь на людях, когда ты будешь расширять свой кругозор, когда ты будешь, в принципе, свои горизонты в каком-то новом качестве видеть, когда больше новых людей в свою жизнь допустишь. Потому что ты уже где-то имеешь жизненный опыт, и ты умеешь правильно анализировать. Но, может быть, вот это знакомство как раз и состоится, когда вы будете менять, делать, может быть, первые шаги, чтобы изменить ваше окружение. Давайте узнаем, что же изменит вашу жизнь. Какие-то прежние отношения. Ведь это карта ностальгии. И правда, у кого-то проиграется, что тот человек, которого вы долгое время знали, он вас и научил. Он вам стал как великий учитель. У кого-то это могла быть грустная история. У кого-то это все равно какие-то отношения, когда вы делаете выводы. Может быть, какие-то из людей как раз в себя проявят с какой-то очень хорошей, доброй точки зрения, и дружбу вы эту будете продолжать. А для кого-то это останется только ностальгия, что да, я хотел или хотела, но не вышло, не срослось, не получилось. Но реальность такова, что из этого ничего не будет, только потеря времени и где-то пустые надежды. Может быть и так. События, которые меняют вас, мои дорогие тельцы, именно вас, вы идете вперед. Причем лет на 10-20 рыцарь Пентакли едет медленно. Какое-то медленное развитие. Или ваши планы, безусловно. Больше прагматизм по отношению к себе. Есть такой момент, когда вы сами куда-то не торопитесь, может быть, развивать какие-то отношения. Или если прежде вам хотелось что-то прояснить быстрее, а здесь нет, по рыцарю Пентакли мы, правда, ну где-то, к примеру, если это отношения, то мы пальму первенства как будто передаем нашему партнеру и наблюдаем больше. Анализируем, делаем выводы. Больше прагматики, больше реализма какого-то. А если это по работе, допустим, какие-то тоже могут быть изменения по части финансов, по части заработка, по части учебы. И вообще какая-то новая стратегия и тактика по части работы или вашего бизнеса, или как новое начинание, как учеба, может быть, совершенно новой профессии, новой специальности. И это вас тоже изменит. Но это тот марафонский забег, как я говорила, когда вы в самом начале. Событие, которое именно изменит вас. Что это может быть? Ох, аркан справедливость. И здесь, прям как по судьбе, мои дорогие. Часто эта карта, конечно, обрисовывает то, что закон причины и следствия. И у кого-то из вас вот эти учреждения как раз и проигрываются.
Вам хочется больше ясности, вам хочется больше понимания. Или насколько или кому я могу доверять. И, безусловно, могут быть какие-либо оформления, и у вас ничто не происходит просто так. Карта нам может также говорить, что какая-то история, кстати, которая, может быть, была личная, начата, здесь она каким-то образом завершится. И поверьте, если по судьбе, то эти отношения будут продолжены. А если что-то нет, то тогда будет закрытый путь. С чем-то вы разбираетесь по закону, поэтому карта говорит, будь честным, справедливым, в первую очередь самим собой. Наверное, из какого-то повторяющегося сценария определенно есть смысл выйти. Давайте мы достанем на оракуле ангелов совет. Или действовать, кстати, по закону. Мы закон не нарушаем. Действуем по регламенту. И тогда у нас все получается. Итак, какой совет вам дадут карты? Ищи лучшую информацию или проинформируй, как будто сам себя ты должен быть информирован лучше. Может быть, вот где-то совпадает со старшим арканом справедливость. Здесь как сама судьба где-то берет над вами шефство, и правда какие-то вопросы могут быть, как и продолжены, то, что имеет смысл, а есть и то, что может быть завершено. Но и вам самим, мои дорогие тельцы, нужно будет держать, некоторый баланс, может быть, не доверять всему тому, что вы слышите. Может быть и какие-то, или могут быть какие-то ложные известия. И тогда, если, допустим, вы отправились в какие-то инстанции, вам сказали в первый день, нет, это невозможно. Ну и ничего, придем во второй день, в третий. То есть какая-то разношерстная информация может быть, и вы должны быть к этому готовы. Хорошо, какой еще тогда совет? Как будто лучше информацию найти. И тут конкретно карта предлагает медитируй для того, чтобы найти какой-то ответ. Может быть, прислушаться где-то к себе, но посмотрите, как и информация, которая извне, с ней нужно работать или нужно правильно как-то оценить, или вы будете даже желать, обманывают меня, не обманывают, как бы определяться будете, так и буквально потом какие-то внутренние важные выводы, мои дорогие, вы будете делать. Может быть, кто-то займется, и, кстати, планетарно, для вас может быть очень добрый период по части начать заниматься своим имиджем, уделить внимание собственному здоровью. Может быть, как раз кто-то займется духовными практиками, кто-то займется йогой, мои дорогие. И это вам все во благо. Поэтому как бы внутренний баланс, внутреннее равновесие – это задача номер раз. И вторая задача – это чтобы у вас все было по закону. И поэтому, будь то это организации, значит, они должны быть надежными, в которых вы работаете. Люди, они должны быть тоже надежными. Вот в сторону этого якоря. Такие, как вы сами, мои дорогие тельцы, вы будете создавать себе как и приоритеты, так и где-то новые знакомства. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.